В истории человечества кометы обычно ассоциировались с надвигающейся катастрофой. Их непредсказуемые появления олицетворяли нарушение божественного порядка мира. В древних текстах кометы считались общим признаменованием катастроф, войн и эпидемий, а также как символы великих потрясений. Считалось, что они предвещают большие перемены, влияющие на политику, часто из-за смерти политического лидера, как, например, комета, появившаяся после убийства Юлия Цезаря, а также экономические изменения. Это относилось практически к каждой культуре, даже к древнейшему значимому документу о комете, относящемуся к XII веку до нашей эры, когда в Вавилоне правил Навуходоносор I. Говорится: «Когда комета достигнет пути Солнца, ганба уменьшится, шум повторится дважды». В эпоху Просвещения хвост кометы во многих местах считался божественным жезлом дисциплины, связанным с наказанием и покаянием. Согласно древнекитайским текстам, падение комет сопровождалось свержением тиранов и падением цивилизации. Однако иногда их также рассматривали как предзнаменование значительных перемен, которые могли быть как хорошими, так и плохими. Значение комет в астрологии. Важное значение имеют знак зодиака, через который проходит комета, планетарные аспекты, формируемые кометой, время появления кометы в связи с личными транзитами, мифологические ассоциации названия кометы, для комет с собственными именами. Знак, в котором появляется комета, указывает на земли и народы, на которых она влияет. Таким образом, страна с сильным акцентом на этот конкретный знак, например, восходящий или солнечный знак, могли подвергнуться влиянию кометы, находящейся в том же знаке. Кометы, проходящие через несколько знаков, оказывали более длительное воздействие на более обширные территории. Направление, в котором указывает хвост кометы, соответствует земному направлению, где произойдет нечто важное. Восточные кометы, восходящие до Солнца, показывают, что последствия проявляются раньше. Западные кометы, заходящие после Солнца, демонстрируют более поздние проявления. Продолжительность этих эффектов неясная, но есть предположение, что каждый зодиакальный знак, через который проходит комета, равен году. Таким образом, если комета проходит через 3 знака, ее влияние будет длиться 3 года. Если комета появляется в любом асценденте города или страны, она повлияет на эту страну в целом. Аналогичным образом, она повлияет на ее честь и репутацию, если она появится в середине неба. Обычно довольно легко определить, в каком знаке находится комета, когда она становится видна невооруженным глазом, поскольку это почти всегда происходит, когда она находится в перигелии, то есть в ближайшем к Солнцу положении. Таким образом, тот знак, в котором находится Солнце в момент достижения кометой перигелия, обычно является тем знаком, в котором комета становится видна впервые. Цвет кометы указывает на тип ее возможных последствий, основанный на ассоциации этого цвета с конкретной планетой. Например, красная комета связана с Марсом и будет оказывать марсианское воздействие, такое как война или конфликт. Зеленая или черная комета будет оказывать сатурнианское воздействие, такое как смерть и болезни. Делать астрологические прогнозы в отношении кометы можно только если она видна невооруженным глазом.
а не так, как она видна в телескоп. Кометы – это редкое небесное зрелище. Они появляются на небе всего несколько раз за человеческую жизнь. И все же любой, кто видел комету, вряд ли забудет такое астрономическое событие. Это ледяные тела, которые путешествуют по Солнечной системе, оставляя за собой светящиеся газопылевые хвосты, когда приближаются к Солнцу. Увидеть одну комету невооруженным глазом само по себе особое событие, но сразу несколько в один месяц – это нечто особенное. Октябрь 2025 года обещает стать незабываемым месяцем для наблюдателей за небом. Не одна, а сразу несколько комет украсят ночное небо и могут быть видны невооруженным глазом при определенных условиях. Комета S2025R2 Swan и комета S2025A6 Lehmann пролетят в этом месяце довольно близко к Земле, что позволит миллионам людей по всему миру насладиться редким космическим зрелищем без телескопов. Кроме того, в небе появится 3I Atlas, о которой мы отдельно расскажем в следующем видео. Комета S2025R2 Swan – это яркая комета с длинным хвостом, была обнаружена совсем недавно, 11 сентября 2025 года, и первоначально называлась Swan 25b. Мы упоминали о ней в нашем видео «Энергетический портал» 21-22 сентября 2025 года. Она происходит из облака Аорта, области, состоящей изо льда и пыли, находящегося на окраинах Солнечной системы, и является кометой Солнечной системы, в отличие от комет 3I Atlas и Lehmann, которые являются межзвездными кометами. Это непериодическая комета с орбитальным периодом 20 тысяч лет. 12 сентября, когда Солнце находилось в знаке Девы, комета Сван прошла перигелий, самую ближайшую точку к Солнцу. После перигелия яркость кометы усилилась до 7 звездных единиц. С 18 по 21 октября комета Сван максимально приблизится к Земле и может устроить впечатляющее зрелище. Уже 20 октября в вечернем небе можно будет увидеть такое зрелище. Комету Сван, комету Леман и Ориониды, то есть метеорный поток во время новолуния. Это можно будет наблюдать в бинокль на западе и юго-западе. В настоящее время комета Сван пересекает галактическую плоскость и войдет в созвездие Стрельца. 26 октября она будет пролетать через созвездие Водолея. После 3 ноября комета начнет удаляться из Солнечной системы. В следующий раз она появится более чем через 20 тысяч лет. Некоторые предполагают, что комета Сван является инопланетным кораблем, так же, как и комета 3I Atlas, о которой мы расскажем в другом видео. Тем не менее, ученые утверждают, что нет никаких научных оснований для этого, и комета Сван, так же, как и комета 3I Atlas, имеют характеристики типичных комет. Комета S2025A6 Lehmann. Впервые она была обнаружена 3 января 2025 года в рамках проекта Mount Lehmann Survey. Вначале ее приняли за астероид, но позже установили, что это комета. Она посещает нашу Солнечную систему раз в 1000 лет. Эта комета становится ярче с каждым днем и приблизится к Земле
примерно 20-21 октября на минимальное расстояние и будет видна до 12 ноября. Перигелий комета пройдет 8 октября, когда Солнце будет находиться в знаке Весов. Астрономы прогнозируют, что ее яркость может достичь 4-й звездной величины, что близко к порогу видимости без бинокля. На ясном и темном небе вы сможете увидеть ее своими глазами. Лучше всего она будет видна в северном полушарии вечером и утром. Комета максимально приблизится к Земле 21 октября, и в ту же ночь произойдет новолуние. Более того, в ту же ночь будет наблюдаться метеорный поток Ориониды, и рядом появится комета Сван. Это действительно редкое событие, так как комета Лемон пролетает через Солнечную систему примерно раз в 1000 лет. Примерно в то же время появятся еще две кометы S2025K1 Atlas и 3I Atlas. Астрологическое значение. Это редкое явление нескольких комет, появившихся в новолуние. Это знак Вселенной, которая выстраивает космическую хореографию для того, чтобы поддержать человечество на пути эволюции, как на индивидуальном, так и на коллективном уровне. То, что вам мешало и не давало двигаться вперед, уходит в прошлое. Это начало нового цикла, перезагрузки и обновления вашей новой версии. Вселенная указывает нам на путь к гармонии и балансу, исцелению и повышению осознанности коллективного сознания. Каждые 2050-3000 лет Земля проходит через центр потока комет, который вращается вокруг Солнца и который бомбардирует нашу Землю. Следующий такой период наступит в 2032-2036 годах, когда Земля будет проходить через самый центр кометного потока. Согласно древним источникам, кометы рассматривались как посланники космического разума. Это не просто спонтанное космическое явление, а процесс, управляемый более высоко развитыми существами высшего порядка, которые поддерживают переход землян на более высокий уровень сознания и помогают нам в процессе эволюции сознания на Земле. С астрологической точки зрения кометы – небесные послания нам и призыв к пробуждению человечества. Это сакральное время для энергетической перезагрузки, время, чтобы стать осознанным, вспомнить, кто мы есть на самом деле, очиститься от прошлого на индивидуальном уровне, так и на коллективном уровне. Период с 2025 по 2040 годы – это критический период, в течение которого будут происходить трансформационные процессы. Это период, когда человечество стоит перед кармическим выбором, какой путь выберет наша цивилизация.